Вот наши рисунки. А вот наш бычок белый. Видно? Вот смотрите, я прикладываю примерно. И у нас, вот видите, он садится. По линиям, по движениям он садится. Вот. А рог можно по-разному ставить. Вообще вот по ширине, по линиям. Видите, проволока, она вообще мягкая. И можно линии делать разные. Поэтому с проволоки очень удобно, когда вы формируете. Можно букву рисовать или рисовать, ну, например, как у меня бычок белый. В дальнейшем я еще заполню вот это пространство и, наверное, проработаю вот этот еще край, чтобы он чуть-чуть был поплотнее и потолще. Еще плюс проволоку лучше брать, наверное, 0,4 миллиметра. Вот, и, наверное, прокладывать бурдон, тогда она будет более бурдон выразительный. Вот, смотрите, какая работа получается. Дальше мы уже, когда кладем, мы уже смотрим. Так, далее мы что делаем? Мы вырисовываем вот эту букву R, да? Вот, мы уже можем отсюда соединить бурдон и вот проложить вот эту линию. Потом уже от нее писать саму букву. Также на этом рисунке, да, вот мы прикладываем, да, примерно. Вот, тут вытягиваем. И тут буква О. Мы тоже вот здесь соединяем, делаем бурдон. Бурдон делаем. И от этого бурдона мы же рисуем движение, они по кругу будут у нас, именно ниточка, движение буквы О. Потом поверх мы уже делаем какой-то рисунок. До этого я показывала, как я начинала вязать сам мотив. Могу объяснить, как я вязала мордочку, да, вот, как я вязала рог. Но полностью снимать мастер-класс, вязать на проволоке неудобно и сложно. Вот. В дальнейшем, может быть, курс мы будем проходить именно вязание на проволоке. Какие есть методы, техники, какие есть нюансы. Пока я только пробую, мне это нравится. Мне нравится, что строят разные формы. И видите, она держится. Вот, мне нравится, что с проволоки можно делать вот такие вот движения, которые вот снизу наверх. Вот, нравится, что можно вырисовывать мордочки, тоже которые держатся. Вот смотрите, кстати, мордочку, да, я расскажу. Вот видите, вот тут такое вот пятнышко, раз, это глазик. Можно сюда потом темной ниточкой, если хотите, сделать зрачок с изнанки. Вот. Или просто сделать прозрачным. Она просто, когда фон темный, она будет видно, что вот здесь и вот здесь дырочки. Они не специальные. Здесь у нас как носик идет, мордочка, да, идет, а тут глазик. Вот, и ушко я сделала прозрачным. Вот, посмотрите, какой бычок получился. Вот его прикладывают вот сюда, ведь он по форме практически похож. Мы при вязании моделируем линии, которые нам поддаются, но примерно размерчик мы прикладываем, смотрим на рисунке. Еще одно замечание: карандаш пачкает нить, но он же так легко отстирывается, поэтому если вы тут изнанкой немножко испачкала карандаш, то в принципе в мыльной воде, в шампуньке в детском просто замачиваете, потом она будет чистенькая. Вот, если вы не хотите испачкать, чтобы пачкалась, то положите сюда клееночку и через клееночку прикладываете мотив, чтобы он у вас был чистый, чтобы он у вас не пачкался. Вот, я сначала сделала все движения вот эти вот бурдона, проложила, видите, завиток пошло сюда. Вот здесь у меня проволока осталась, а я эту проволоку, если вы видите, перевела вот сюда наверх.
сделала такой интересный, вот видите, он, интересное такое движение. Вот. Также вязала по бурдону сначала здесь вот мордочку, посмотрите. Посмотрите внимательно на мордочку быка. Она вяжется отсюда. Вязала я ее на бурдоне вот здесь, выкладывала вот эти линии морды. Вот. Примерные. 100%, конечно, у вас по рисунку не будет, но примерное движение. Вот, смотрите, проволоку можно сделать раз, она уже будет вот более глубже идти линия. Вот. Потом обратно я пошла. Смотрите, ряд. Если мне надо тут расширить, я уже могу делать просто столбики. Могу делать, например, вот этот ряд я делала столбики с накидом, чтобы была у меня вот эта линия более выпуклая, как щечка. У быка щечка, и вот эта вот щечка, она должна быть более выпуклая, чтобы глазик более такой был выразительный. И этот ряд я уже шла по проволочке, более вот, знаете, этим на бурдоне чуть-чуть проложила, сделала такую для глаза, да, ямочку, вот, и прошла дальше сюда, потом вот сюда направилась, и здесь я еще выложила бурдон проволокой. И все, я тут закончила проволоку. Уже просто вот этот ряд я уже шла столбиками, тут соединительными, и потом обратно уже соединительные столбики. Последний ряд. Вяжется мордочка снизу и рядами проходится доверху. Вот. Как получилось вот такой рог интересный. Сейчас объясню. Как я вязала рог. Я начинала с точки вот этой. Набирала я столбики без накида по бурдону. Здесь сделала маленький такой закреп проволочки. И когда возвращался тут столбиками, потом обратно уже по вот этому ряду, по нижнему ряду вязала вот эти столбики. Без накида, все за заднюю полупетлю. Только не вот этот ряд, а глубже, который был. Вот. И с проволокой, смотрите, как можно его вывернуть красиво. Вот. Чтобы он был как 3D, такой развернутый, очень красиво получился. Вот. Потом дальше уже шла по бурдону, я вывязывала ушко. Здесь сделала маленький уголок. Это 2 воздушных. И вот отсюда вы идете столбики с накидом. 1-2 сделали и пошли по бурдону. Также уже дальше вязала уже вот эти линии, проходила. Вот они идут. Потом вернулась сюда. Это все по бурдону я вязала. И вот здесь. Потом возвращались. Вот линия. Вот бурдона. Все прокладывалось проволочкой. Вот здесь. Вот вниз. Вниз прошли. Потом шли вот сюда. Вязала я столбики с одним накидом и обвитые столбики. Вот здесь. И здесь делала такой вот как бы чуть-чуть маленькая леблюшечка, или как-то вот так вот столбиками линию. Обратно столбики без накида. И здесь же возвращались на бурдон сверху. Это был первый этап скелета. Вот отсюда уже шло. Вот сюда дошла и шла, мордочка вывязывалась. Про мордочку я рассказывала. Далее я присоединила вот здесь проволоку и пошла вязать вниз. Вот этот завиток. И он прошел же вот здесь. Проволоку оставила здесь, не доходила дальше. И вот здесь сзади соединительными оставила кусочек проволоки. И оставила ниточки побольше. И вот здесь уже вязала бурдон, пропустила его через вот это расстояние и через вот это. И он мне получился вот такой, видите, его можно вот так ставить, так ставить. Ну, очень интересно, мне нравятся такие линии, движения. Вот тут дальше столбиками прошлась, и тут полустолбиками назад. Все, закрепила, убрала ниточку, и этой же ниточкой прошила вот эти детали.
закрепила. Также закрепила я здесь, сушка осталась, то тоже прошила кое-где, где мне надо было больше закрепить. Вот такие этапы вязания такой модельки белого быка.